Как ты там? Как здесь житуха? Нормально все? В гости не зовешь? Всем привет! Я прибыл только что на Мальту. Сейчас 10 часов утра. У меня был, можно сказать, ночной перелет с ночным ожиданием. Я забронировал себе комнату в Airbnb в пригороде Валеты, Сент-Джулиан. Но, к сожалению, мне не разрешили туда сейчас заскочить, чтобы оставить сумку. Поэтому мне придется полдня таскаться со своим чемоданом. Я решил сразу же, не теряя время, зайти в столицу Мальты, Валета. Валета славится своими историческими памятниками, которые плотно заставлены на этом маленьком клочке земли. Здесь есть много интересных музеев, до них я еще доберусь, но сперва я хочу позавтракать и просто прогуляться по улочкам и насладиться местной атмосферой. Thank you. Я решил позавтракать в такой древней кафешке, которая находится на центральной площади. Попросил официанта просто: порекомендуй мне что-нибудь, и мне принесли вот такой вот сэндвич с туной и с чипсиками. Ну и такой тут местный тархун. В этом месте столько прикольных пироженок. А я почему-то повелся на рекомендации официантки и заказал сэндвич с какой-то простенькой туной. Будем считать, что это первый прокол, но незначительный. В принципе, помимо главной улицы Республиканской, через которую я зашел в город, на остальных улицах присутствует такое спокойствие и умиротворение. Среди каменных стен столицы Мальты, Валета, существуют также оазисы в виде верхних и нижних садов барака. Я начну с нижних садов барака. Во-первых, здесь красиво. Во-вторых, отсюда открывается топовый вид на пролив и на 3 города, которые расположены напротив Валеты. Погода настолько изменчива. Каждую минуту мне то жарко, то холодно. То я думаю снять свитер, то я думаю не снимать. Этот монумент я ранее видел на картинках. Пожалуй, это будет мой следующий пункт назначения.
Несмотря на то, что Валета представляет собой такой маленький полуостров, окруженный каменными стенами, все же подъемов и спусков здесь хватает. Здесь есть интересный музей Касса Рокко Пикколо. Но, как я говорил ранее, не хочу сходу, сразу же по прибытию, лазить по музеям. Поэтому сюда я еще обязательно вернусь. А пока что просто можно насладиться улочкой и ее балкончиками, которыми я не перестаю восхищаться. Я смотрю, уже в 12 часов дня город как-то ожил, народу стало в разы больше на всех переулках, не только на главной улице. Плюс еще сейчас начал капать дождик, и с каждой минутой он все усиливается и усиливается. Сейчас я перешел на другую сторону Валеты. Валету окружают множество таких же маленьких городков. Передо мной город Салима, а за ним находится Сен-Джулиан. Сейчас я хочу перебраться через пролив на ту сторону, и там мне еще предстоит пройти около 1,5 километров. Вот он, мамонт мальтийский. Что ты там, как оно? Полурыжий. А? Хвост. И чё, даже не поделишься? Самцу сожрал. Перебрался я в городок Салима, и через него сейчас хочу пройтись в Сен-Джулиан, в свой апартамент. Я смотрю, здесь также есть такие же разноцветные балкончики, как и в Валете. Единственное отличие, мне кажется, здесь здания ниже, чем в Валете. В Валете здания были 7-этажные, 6-этажные, а здесь я наблюдаю пока что 2-этажные здания, но все с теми же балкончиками. Вот с балкона можно поприветствовать одного из жителей Салимы. Он, видимо, также рад меня видеть. Немножко рычит. Здорово, друг. Как ты там? Как здесь житуха? Нормально все? В гости не зовешь? А вот это достаточно неожиданно. Когда-то здесь была, видимо, бензоправка прям посреди набережной. Похоже, я вышел в городок Сен-Джулиан. Здесь много кафешек. В принципе, это то, чем и привлекает этот городок. Здесь также считается крутая ночная жизнь. Рыжий засранец. Чем тебя тут кормят? Кс-кс-кс-кс. Вот я подобрался к своим апартаментам. Здесь я снял комнату. У меня еще тут балкончик есть. Ну, вид, конечно, не самый шикарный, но я, в принципе, на это и не рассчитывал. Hello.